I'm excited about the mission and the vision of EELF and the idea of the reformation of the society and of the nation. И я очень рад разделять миссию и видение этого саммита и быть участником того, что этот саммит здесь делает. And I've been active in Belarus, Ukraine, Lithuania, a number of countries with this vision, working with the nationals all these years, and I see growth. И я взаимодействую с служениями, с церквями в Украине, в Беларуси, в этой части Литве, в этой части мира, и наблюдаю, как происходит, как проявляются перемены. And I just want to encourage you that it takes time to change history, to change a nation. И я хотел бы просто ободрить вас, сказав, что на самом деле необходимо время для того, чтобы изменить, для того, чтобы реформы, изменения в истории, в нации, в народе произошли, необходимо время. Some things, of course, happen in a moment or just a day or a week that really shape the course of history. Некоторые перемены происходят, конечно же, могут произойти в течение какого-то одного дня, в течение какого-то короткого промежутка времени. But the ways in which the ideas and beliefs go deep into a life of people and shape them, it takes time. Но в большинстве случаев для того, чтобы идеи, мысли, какое-то понимание, оно укоренилось в жизни людей, для этого необходимо время. And I'm a person who comes in and out of Belarus, Ukraine, Eastern Europe. Я, конечно, тот человек, который приезжает и уезжает из Беларуси, Украины и стран Восточной Европы. And I'm able to see differences and changes as I go in and out. И я могу наблюдать вот именно перемены, которые происходят в этих странах, потому что когда я уезжаю, возвращаюсь, я уже вижу отличия. The change in 15 years of the churches, the evangelical churches, mobilized as leaders to serve in the various spheres of society is a huge progress. In the last 15 years. И за последние 15 лет я вижу огромный прогресс в том, как церкви в этих странах сумели мобилизировать и собственные ресурсы, и усилия своего общества для обучения лидеров, для снаряжения лидеров. In my own nation, United States, our beginnings were very, very humble. В моем народе, в моей стране, наши начинания были достаточно скромными в Соединенных Штатах. Puritans and pilgrims came and lived in temporary shelters with fighting Indians and bad weather, and many of them died. Начинания были очень скромными, когда пуритане, пилигримы приехали в эти земли и пытались бороться и с погодой, и с природой, и с местными жителями, индейцами. Многие из них умерли. But they stayed true to their vision of a country that's a city on a hill that serves God's purpose. Но, тем не менее, они оставались верными собственному видению, которое Бог им дал, в качестве того, чтобы организовать нацию, которая будет подобна этому городу на холме, которая будет нести свет другим народам. And 150 to 200 years after they started that vision on that land, they saw a full fruition of that work in the forming of the United States as a Christian country. И спустя 150-200 лет после того, как они начали свое дело, можно было уже увидеть результат их труда, результат их деятельности в лице Соединенных Штатов, которые стали таким образцом для других народов. And I like that they were brave and unselfish. И мне очень нравится то, что эти первые люди были смелыми и полностью лишенные эгоизма. They didn't quit even though it looked impossible. Они не опускали руки даже тогда, когда ситуация казалась безвыходной. And they knew that it would take so long to create the kind of Christian nation they envisioned
that they were doing it for their children and their grandchildren and for their great-grandchildren, not themselves. И хотя они понимали, что создание государства, которое они видели в своих мечтах, создание такого государства не является скоротечным или быстрым процессом, но они, тем не менее, прилагали свои усилия для того, чтобы это государство досталось их детям, внукам и правнукам. I've talked to people in villages in Eastern Europe. They said when the Soviet Union fell apart, they expected within 6 months that like money would be growing on trees, that soup would be coming down a pipe in abundance to their house. Я помню, когда вскоре после того, как Советский Союз развалился, я встречался с людьми в разных деревнях, в селах, общался с ними, и они говорили, что они ожидали, что после того, как Советский Союз распался, в течение 5-6 лет, вдруг на деревьях начнут расти деньги, а вместо воды в трубопроводе будут подавать суп. That didn't happen, did it? Но не произошло такого. Ожидания не оправдались. Did it happen in 1 year? Произошло ли это за 1 год? No. Нет. 1995? В 95 году? 2000? В 2000 году? Is it happening right now? Может быть, сейчас уже начали подавать суп по трубам? In some ways, yes. In some ways, certainly no. But it takes time. В какой-то мере мы можем сказать, что-то изменилось, что-то произошло, но тем не менее необходимо время. I've been reading this book by Larry Seidentop, Inventing the Individual, The Origins of Western Liberalism. Я читаю сейчас вот эту книгу «Изобретение индивидуализма» или «Истоки западного либерализма». Very sharp historian, political theorist from Keble College, Oxford University. Очень умный ученый, историк из Оксфордского Keble College, это при Оксфордском университете. He makes very clear that it takes a long time. И он говорит, что очень ясно и четко, что необходим длительный период времени. He says we must take the long view of history. И он говорит, что мы должны рассматривать историю в длительной перспективе. He goes on and explains that the kind of civil governments we have that are democratic today have roots that go back 2,000 plus years. И он говорит, что гражданские правительства, которые сегодня есть в наших странах, эта демократическая система своими корнями уходит еще в глубокое прошлое. So, I'm saying all this to tell you that it's important to talk about political theory and ideas, and to trust that as these seeds are sown, and if we're unselfish enough to keep doing this, it will bear fruit over time. И я говорю вам это для того, чтобы ободрить вас, и также, чтобы мы помнили о том, что когда мы сеем семена, необходимо ждать, и, возможно, не одно поколение пройдет, прежде чем эти семена произведут свой плод. The topic for this lesson on civil teachings of the Bible is something that I have taught in many places, and most recently I've been teaching this in universities, particularly in the law schools of Ukraine. И тема сегодняшней лекции, которую я хочу вам предложить, это гражданско-правовое учение Библии. Эту тему я преподавал, в особенности в последнее время, в юридических университетах в Киеве, в Украине. There is a full translated copy in Ukrainian language that's been published in a law journal from Taras Shevchenko University, and I can, if you give me email or get my information, you can write me and get a copy of that law school journal article of this talk in Ukrainian language. И если вам интересно, эта статья, которую я сегодня буду вам рассказывать, она переведена на украинский язык и была опубликована в юридическом журнале, который выпускается университетом Тараса Шевченко здесь в Киеве. Если вы мне дадите ваш email адрес, я буду рад вам переслать копию этого журнала.
в электронном виде. Now, I have been invited there because one of the leading political or legal scholars in Ukraine is tired of corruption and tired of failed government and wants and really feels the need to bring God to the legal political realm. И я был приглашен в этот университет для того, чтобы читать эту лекцию по той причине, что один из ведущих ученых в правовом поле устал просто наблюдать всю эту коррупцию, которая присутствует в стране, и для того, чтобы что-то сделать по этому поводу, меня пригласили преподавать в этой юридической школе университета. So my colleagues and I have had the chance to speak on this topic of the Bible and law to thousands of law students and university students in Ukraine. Я и мои коллеги, мы имели возможность представить нашу тему тысячам студентов в юридических академиях, университетах в Украине. That's encouraging. И это действительно радует. And when I stand in the law school, И вот когда я стою в этой юридической школе перед студентами, I'm using the same PowerPoint. и я использую этот же PowerPoint, эту же презентацию, которую вы сейчас видите на экране, That I use in the law school. то есть я использую именно эту же презентацию, когда представляю им свою статью. So you can imagine when I go to is that not coming up? When I go to give this talk, many of them are saying, "What on earth are we doing? Why are we talking about the Bible in this law school?" И можете представить себе, когда я прихожу к ним, когда готовят, им делают объявление о том, что я приду, буду им рассказывать эту тему, они смотрят на название темы и думают, а какое вообще, что общего у Библии с юриспруденцией? Right? Да? That's because of the many things. The secularization of the academy in general, for one thing. Причин такому пониманию или причин таким взглядам существует множество. Наверное, одна из причин это присутствующая секуляризация современного общества. Remnants of Soviet atheism and its effect on the academy. Остатки советского атеизма и то, как этот атеизм продолжает влиять на учебное заведение. Desire to be like secular Western Europe and secular parts of America. Стремление каким-то образом уподобляться секулярной или материальной Западной Европе или Соединенным Штатам. Almost every law school I go to, though, I'm always lasering the Pantocrator up here, Jesus. И почти всегда, когда я бываю вот в этих школах, я пытаюсь им показать и указать на Иисуса. Why is he there watching you while you study in your law school? Almost all of the schools have it. И почти во всех школах есть вот это вот изображение Иисуса. И как бы я говорю, почему, когда вы учитесь, он наблюдает за вами? It's because the Western liberalism, which means free government, tradition that we have. Причина почему? Потому что говоря в начале о западном юридическом образовании, that includes democracy, rule of law, limited government. И все это включает в себя такие формы демократии, как правление закона, гражданские свободы, individual rights, equality. То есть индивидуальная свобода, равенство. Everybody generally globally, most countries aspire to that. То есть большинство стран мира, во всем мире, опять же, они все вдохновляются вот этими вот терминами, этими идеями. But it's no question that along with other things, Christianity had a major part to bring all of those things just mentioned to the world. Но мало кто знает и мало кто задумывается над тем, что все вот эти вот элементы демократического общества были представлены христианством. They would say, well, Bruce, that's because you're an ordained Presbyterian minister and a Christian.
И мне говорят, ну, Брюс, может быть, это только потому, что ты являешься рукоположенным служителем, пресвитерианином, христианином. Well, Larry, Professor Seidentop, he's not an ordained minister of the gospel, but he says the same thing. Но с другой стороны, вот автор этой книги, Лэри, профессор в Оксфордском университете, он не является служителем или священником. And so did Harold Berman, the distinguished scholar of legal history from Harvard University in America. Который также говорит о том, что все эти вещи предложены христианством, так же, как и Harold Berman, который является одним из известнейших и выдающихся профессоров юриспруденции, который также говорит об этом. And we could show scores and scores of high-level study that confirms this point. И мы можем предложить множество разных имен, множество разных людей, которые также утверждают то, что я вам только что сказал. Some people say, well, the secular way is the new and going to be the permanent way in the world. Кто-то может сказать, ну, светской путь или секулярный путь – это новый, более современный вариант, и поэтому мы будем стараться придерживаться именно такого подхода. If your friends tell you that, you could suggest to them that they are living in the 19th century. Если кто-то из ваших друзей вдруг вам скажет подобную фразу, можете сказать, что вашему другу, что он уже давным-давно отстал от поезда и до сих пор еще живет в 19 веке. In the 19th century, there was the Marx, Freud, Spencer, Kant, others taught the modernization thesis. А в 19 веке жили такие люди, как Маркс, Фрейд, Кант, которые говорили именно об этой модернизации, которые предлагали этот вот современный подход, современный метод. And they said in the 19th century that as Enlightenment science takes greater and greater hold in our minds, there will no longer be religion among men. They'll realize it's foolish and they'll leave it alone. И все эти люди, которых я назвал, и многие другие, которые были согласны с ними, они уже в 19 веке говорили, что просвещение приносит совершенно новый подход в общество, и в скором времени религия перестанет быть необходимой. But there's a whole body of literature, and generally the consensus in academics has proven that that is a false thesis, that the world is at least as religious, actually more religious right now than it has been. Но множество современных ученых, множество современных исследований опровергают этот подход, опровергают такое утверждение, и более того, говорят о том, что мир современный стал еще более религиозным, чем он был в 19 веке. The fastest declining religious belief in the world right now is atheism. Сегодня самая быстро сокращающаяся религия этого мира как раз является и атеизмом. And what you observe on the topic of the civil teachings of the Bible and their relevance for today, there's actually currently a trend of interest in rediscovering the roots of Western individualism and democracy and rule of law. И такая тема, как гражданское правовое учение Библии, на самом деле сегодня является более даже популярная тема. Это вопрос такого свежего дыхания, можно сказать, в изучениях, в письменных работах, когда люди пытаются понять все же истоки демократии, истоки западного индивидуализма. I was in the airport several weeks ago and picked up a copy of The Economist magazine, which is a journal read by many world leaders, for example. Несколько недель назад, находясь в аэропорту, я взял журнал, газету «Экономист». Это очень популярное во всем мире издание, которое читают многие известные политики. And the cover story is titled "A Manifesto for the Recovery of Liberalism", meaning this classical democratic tradition. То есть и
на первой странице, то есть на главной странице этого издания было просто такими большими буквами выделено или манифест возвращения классического либерализма, то есть классического учения. And I was in Oxford and I saw several new books on Greek democracy and on the Christian liberal tradition. There's a lot of activity right now intellectually around this subject. Находясь в Оксфорде не так давно, я видел целую стопку книг по греческому либерализму и христианскому либерализму, которые включают в себя именно истоки происхождения этой науки. That's because the traditions are giving way to the modern perversions of those ideas. And it's concerning us in America and Europe. Все это по той причине, что многие традиционные подходы, взгляды начинают уступать современным извращенным подходам, современным неправильным подходам. И это вызывает беспокойство. Now I'm giving a long introduction here because this is a workshop, and I want to consider how to present such ideas as I'm going to, and how they connect to where the culture is. И так как у нас здесь такой вот рабочий мастер-класс, я бы хотел просто предложить вам варианты того, как мы можем предлагать людям подобные идеи, как мы можем их использовать. Because this is really like an apologetics for a Christian position on government. Потому что на самом деле фактически это является апологетикой христианской позиции перед правительствами. Most of us in this room are not political office holders. We're people who are going to go out and move among Christians and non-Christians and talk about the way that we should build the nation. Большинство из нас, сидящих здесь, мы не являемся какими-то чиновниками, которые сидят в политических государственных офисах, но мы люди, которые общаемся с другими людьми и делимся идеями. But you know, you go to anybody that's not an evangelical believer or not a Christian, and they're going to say, "Oh, don't give me all this stupid Christian stuff. That's old. It has nothing to do with it." Но, тем не менее, когда вы подходите к человеку, например, неверующему, и он говорит вам: зачем ты мне это все старье, это христианская религия, это мне не надо, как бы это уже все в прошлом. They're just absolutely wrong. Так говоря, человек просто реально заблуждается. I've already mentioned some of the finest scholars, and I could stack scholar after scholar to explain this great heritage of free government comes from biblical Christian thinking. Только что я вам назвал целый список имен выдающихся людей, известных людей, ученых, которые утверждают, даже несмотря на то, что они не христиане, но они утверждают, что современное свободное правительство, государство является результатом библейской идеи. Okay, so I'm going to look at 4 questions. And then we're going to have some discussion. 4 key questions on this topic, civil teachings of the Bible. Я хочу вам предложить 4 основных элемента, 4 основных вопроса, связанных именно с гражданско-правовым учением Библии. И потом у нас будет небольшая дискуссия. Okay, first of all, the civil teachings of the Bible come in the context of a wider body of theology that's been in the church for, centuries. Итак, прежде всего, первый вопрос связан с тем, что весь объем этой информации, связанный с гражданско-правовым обществом, является результатом огромного объема богословия, которое у нас есть. So here's a list of some of those, right? We got the authority of the Bible. Итак, вот такой небольшой список. Здесь первый пункт будет авторитет Библии. And you can see the rest of them here. These are theological categories within systematic theology that deliver ideas that help us think about civil government. И разные такие вот разделы или направления, богословские направления, которые так или иначе оказали влияние на появление гражданско-правового общества. Okay, so this is bibliology gives us this. То есть изучение Библии или библиология приводит нас к этому пункту.
theology proper, we call it, gives us this. This is about the nature of God. Богословие, прямое именно богословие, дает нам учение о Боге. And then what we call biblical anthropology, the biblical understanding the nature of man, is delivered here. Вот эти пункты, они являются результатом антропологии или учения Библии о человеке. And then we have the necessity of, then we just have ecclesiology as well, the relationship of the state and God's people and Christians as well. И также здесь мы видим вопросы, связанные с богословские разделы, связанные с экклезиологией, то есть взаимодействие Бога, Боги, Церковь и другие сферы богословия. Now, this is important because it's from those doctrinal areas that the Bible Christians began to think about their political and community life. И все это важно, потому что все эти сферы, они так или иначе связаны с разными разделами богословия, когда богословы в разных своих направлениях, размышляя о богословских вопросах, приходили к заключениям, связанным с обществом, в котором они живут. And in addition to this broader understanding of God, man, the world, law, the nation, and nature, so on. И в добавление к этим основным вопросам богословия, таким как Бог, природа, человек, нация, we have a very specific set of teachings as well on the Bible that are civil teachings. Существует также более сфокусированный или более конкретный список библейских учений, которые также являются богословскими или библейскими учениями. So I'm going to give you, I think I have 3 or 4 slides of these, and these are civil teachings of the Bible that I didn't just, you notice all the references, I didn't just pull these references out myself. И здесь вы, вот как бы это все связано с библейским учением. То есть это не просто, что я себе придумал, но вот под каждым из этих пунктов, здесь 3-4 страницы слайдов, под каждым из этих пунктов вы увидите ссылку на библейскую ссылку. But for hundreds and hundreds of years, Christians have been using these scriptures. These are their scriptures that they were using in the reasoning of documents that I've read that led to their use of these civil teachings in society. И все это библейские учения, библейское учение, привязанное к определенным местам Писания, которые не я просто прикрепил, придумал, но использовались на протяжении многих лет для того, чтобы формировать вот эти правовые учения. So, for example, William Blackstone, the great British, English theorist, was using scriptures like this. John Locke was using some of these scriptures, and American founders are where I was seeing them use these scriptures. Например, William Blackstone. Уильям Блэкстон, Джон Лок и другие даже американские отцы-основатели государства, все они ссылались на эти места Писания, использовали эти места Писания для того, чтобы обосновать то, что они предлагали обществу и государству. I put headings with these that are modern ways of describing this, but you can see these principles of these ideas in these scripture passages. Вы видите вот здесь вот, как бы я вместе с этими местами Писания предлагаю наименование разных разделов юридических государственных вопросов, как бы я их сформулировал название, сформулировал. So, limited jurisdiction of the civil government. То есть, когда мы говорим о государстве, о гражданском государстве, правлении, я вот в скобочках обозначил, что это ограниченная юрисдикция. Federalism. Дальше федерализм. Sharing the burden of government and localizing some government. Когда распределяется нагрузка между разными государственными отделами. Written constitution. Написанная конституция. And that comes also with the notion of covenant and also with the idea of the general idea of the rule of law. И это связано с пониманием закона, завета, библейского завета и с правлением закона.
And just right there, the rule of law versus what? То есть правление закона против чего? Беззаконие. Lawlessness. Or the rule of just a person, a powerful person. Right? Или правление одного человека над другими. Yeah. So the rule of law means that everybody, even those who are civil authorities, even the king or anybody in government, everybody is subject to the law, and the law rules the people. То есть правление закона означает, что все в обществе, включая самых главных, самых высших руководителей, они подчинены правлению или верховенству закона. Now it would be fun if we had time, we could go through every one of these references and see these things. Было бы очень интересно, если бы у нас была возможность обсудить все эти пункты и поговорить о каждом из них более детально. But just this one right here, 2 Kings. It should be on here. Is there 2 Kings? Yeah. 2 Kings 11, chapter 11. Okay? Okay. Says in verse 17, and Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people. So he made a covenant between God and himself and the people. So he and the people are accountable to God. It's right here. 11. Yes, chapter 11. This one. Yeah. То есть 2 Царств, 11 глава, говорится о том, что Иоаким, он заключил завет между собой, народом и Богом. And verse 17 is one. И также 17 стих там. And also he made a covenant between himself and the people, holding himself accountable to the people. И также в 17 стихе написано, что он заключил завет между собой и людьми. То есть он делает себя подотчетным людям. And where did he get the idea of a covenant like this? Откуда он взял идею заключать завет с кем-либо? It was an ancient Near Eastern social, form. Существовала на тот момент на Ближнем Востоке такая определенная социальная форма, which God sovereignly ordered for his way of relating to man. когда Бог, Он себя фактически сообщил, Он показал себя, передал себя людям. And you remember he made covenant with Abraham. Помните, Бог, мы читаем в Старом Завете, заключил завет с Авраамом. And that covenant idea came all the way down into the organization of the people of Israel, and then all the way on down into early modern and even modern politics. И потом этот завет, форма этого завета, она начала передаваться в взаимоотношениях между людьми. То есть, когда правитель заключал завет с народом, и потом перешло в современную политику. See, you have to ask the question, well, why? Why would we want to have a government like this that has a written constitution and that we place everyone, including the political authorities, under the law? Why would we want that, and where does it come from? И возникает тогда вопрос, почему мы хотим и для чего нам необходимо иметь такую письменно выраженную конституцию? Почему мы хотим, чтобы наши правители, они подчинялись этому письменному закону? Many people today, they just say, well, I don't know where it came from, but I like this idea, it works, and it's going to give me a better life, so I want it. They're pragmatic. Многие люди скажут, на самом деле я не знаю почему, может быть просто мне от этого легче, а мне так нравится, то есть более прагматичный такой вопрос, ответ предлагают. But that's not where it came. It came all the way back from these deep Hebraic biblical roots that we get covenant. Но на самом деле правильным ответом является то, что этот подход, такое понимание и такой подход является результатом еще древнего еврейского подхода к взаимоотношениям. So, just for example, the early Americans, the Pilgrims, when they came and they were arriving, and the Puritans. Например, возвращаясь к истории Америки, когда первые пилигримы прибыли в эту землю, in this tradition, согласно этой традиции, they wrote a form of constitution and law.
Они записали форму конституции, закона. And what words did they use? Какие слова они использовали? We do covenant and combine ourselves together. Мы заключаем завет и обязуемся вместе. Now I like this one particularly because covenant, like who even understands covenant? Where did it's a distinctly Hebraic origin. То есть сам факт, то, что они использовали, опять же, идею, слово, даже слова, связанные с заветом, указывает на то, что корнями эта традиция уходит еще в древний иудаизм. Brought to the Gentiles, brought to the world through Jesus Christ and the Apostle Paul and our tradition. То, что было предложено в этом мире, то, что было предложено и предлагалось дальше апостолом Иисусом, апостолом Павлом и другими. So we could go on for weeks and weeks and weeks talking about each of these and each verse and all the historical examples, okay? This is just one. На самом деле мы можем целыми неделями говорить о каждом из этих пунктов, обсуждать, рассматривать, изучать эти места Писания. Okay? Here's another set, continuing the list. Вот еще список, продолжение этого списка. Separation of powers. Разделение власти. Independent judges and juries. Независимые судьи и присяжные. And equality before the law. Равенство перед законом. Okay? So again, take separation of powers. Давайте возьмем разделение власти. Now people say, oh, Bruce is just a Bible thumper, religious enthusiast, and he's trying to take the Bible and make it sound like it says something political. И кто-то может вам сказать, что Брюс просто здесь, в данном случае, он просто просто играет такого себе, пытается привязать, притянуть за уши это к Библии. На самом деле это все не так. Yeah, right? Да? Maybe they say that to you. Do they say things like that to you? Может быть, вам говорили, о вас такие вещи говорили, что это вы просто пытаетесь этого искусственно притянуть. Well, where I saw this, of course I read it in the Bible, but where I saw it in the discourse of politics is in Montesquieu's letter that's the spirit of the laws. И когда, можно, конечно, так говорить, так утверждать, но на самом деле вот это местописание я видел в письмах Монтескью. Yes, a very famous intellectual from France in the 18th century. Очень известный философ, француз в 18 веке жил. So, I'm not just making this up. He reasoned from this, and the founding fathers made use of that and Montesquieu's thinking to frame our U.S. system of federal government. То есть это не я придумал, и не я использую это местописание, а Монтескью и потом отцы-основатели Америки также опирались на это местописание, использовали его в создании своей конституции. Can somebody look up that verse for us and read it out loud, please? Может кто-нибудь открыть это местописание и прочитать для нас вслух? Я. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Okay, so what do we see there in the nature of God? We see lawgiver, judge, and king, yeah? То есть, что мы видим здесь? Законодатель, тот, кто дает закон, он является творцом закона, судьей, Lawgiver, judge, and king. И царь. So, they reasoned from this into a federal system of government where we have the king, which is the president, would fill that role in a modern government. И вот на основании только этого местописания фактически сформирована система правления. То есть мы видим, царь в качестве царя есть сегодня президент. Who's the lawgiver? Кто является законодателем в американской системе? Парламент. No, Senate. Congress. Congress. Конгресс. But it includes two houses, the Senate and the House of Representatives. Yeah? Конгресс, он состоит из двух палат, Сенат и Палата So представителей. that's a lawgiver function, and they had a separate. The president, the executive, doesn't make the law. A body that represents the people is the lawmaker. They're separate.
То есть эти два органа, они отделены. То есть не президент пишет законы, создает законы, но есть отдельный орган, состоящий из представителей, из людей, которые создают законы. And then we have a third branch called the judicial branch, with the courts, the Supreme Court and the other federal courts. И потом существует третья ветвь, это ветвь судейская. То есть есть Верховный суд и дальше судьи. They don't make laws, they just interpret the law. That's their job. Эта ветвь не создает законы, они всего лишь интерпретируют существующие законы. И в этом заключается их работа. So again, just another example here of the political Christian reasoning from centuries and centuries of time that has fashioned the modern notions of these aspects of government. Это всего лишь один из примеров того, как вот эти вот разделы демократического общества вообще произошли и откуда они происходят. There are books and books with explanations of thousands more examples that you could read. Написано множество книг, тысячи примеров того, как произошли все эти вот подразделы демократического общества, эти институты демократического общества. So civilian militia and police forces. Полиция и гражданская милиция. And then bicameral legislature, like the Senate and the House. Двухпалатные законодательные органы, подобно парламенту, сенату. Or the upper and the lower parliaments. Или верхняя палата и нижняя палата парламента. For example, I'm providing some training for members of parliament in the country of Myanmar, a Buddhist country. Я предлагал также, проводил обучение представителям парламента государства Мьянма, это буддийское государство. And what do you think the way they framed their modern government of Myanmar? Well, they have an upper and lower house and a president, prime minister, and they've used these same kinds of structures delivered by Christian thought historically. И в своем государстве они также используют подобную систему. То есть у них есть две палаты парламента, у них есть премьер-министр. То есть система, которую они используют в своем государстве, также была предложена христианам. Yes. I don't think many of them understand that, but I'm trying to show you the reality of that Christian base of this kind of government. Я не думаю, что они понимают происхождение этих идей, происхождение этих институтов, но тем не менее они их используют. And then we have election of representatives and consent of the governed. Дальше также мы имеем выборы представителей и согласие руководства. Now again, that means the people have a voice and the people are represented in the government. Другими словами, люди имеют право голоса, а также люди имеют своих представителей в правительстве. And you know, Joe Secularist is out there walking around acting like these ideas just came out of space or something, or some scientific idea. Представьте себе, что вот какой-то там Ванечка ходит по улице и думает, что вот эти все идеи, они просто ему с космоса упали. It didn't happen that way. На самом деле так не было. These ideas have origins, they have roots. Все эти идеи имеют свое происхождение, они имеют определенные корни. Ancient Hebrews, Древние евреи, Greeks and Romans who weren't Christians, греки и римляне, которые были христианами, but who were then adapted by the early Christians and into the Middle Ages. которые не были христианами, но потом христианство адаптировало, изменило эти идеи и принесло в современное общество. And then Christian empires and Christian Europe with its big tradition that shaped the modern world. Христианские империи, христианские государства, которые формировали все эти идеи и предложили их современному миру. And the Renaissance and the Reformation, which again adapted, reappropriated the classical Christian tradition for public life. Ренессанс, эпоха просвещения, реформация, все это оно использовало эти идеи, реформировали эти идеи и предложили их нам. And that led to the people of my country hitting the shores of America and forming
the government that we enjoy. И в результате люди, которые там 200-300 лет назад прибыли на берега Америки, поселились и приняли эти идеи и начали их использовать в своей жизни. So you have, Mr. American secularist walking along. He's so proud. I have such a great country, and it just is because we're just so great. И вот этот мистер Америка ходит по своей стране, такой довольный, думает, что тут само собой все появляется, эволюционировало из ничего, и такой довольный, гордый сам собой. No, that's wrong. Он не прав, он заблуждается. It's because God Himself said, I'm going to make covenant with you, Abraham, and I'm going to bless all the nations of the world. Все это благодаря тому, что Бог сказал: Авраам, с тобой я заключу завет, и через тебя я благословлю народы. And then He said, I'm going to give the world a lawgiver in Moses, and you're going to see my wisdom manifest in the life of a nation. И потом миру я дам человека, через которого я принесу этот мир, свой закон, и моя мудрость будет проявлена для всех народов. And after Israel got this, and as they formed themselves as a nation, Solomon was considered the wisest man in the world, and all the nations were coming to see how they were able to do such a great job. И после этого израильтяне смогли предложить все эти элементы. И мы знаем, что Соломон был самым мудрым, мудрейшим человеком в этом мире. И народы приходили, чтобы посмотреть на его мудрость. And that was all developed and taken by Apostle Paul and New Testament writers, the early church and early Christian thinkers, and brought up and delivered century by century until you get this little new country, America, comes along. Все это, оно адаптировалось, все это уточнялось, фокусировалось, и позднее было применено в этом новом маленьком государстве Америки. So America has its strength as like a great grandchild who inherits $1 billion. И Америка, она в данном случае напоминает, знаете, этого какого-то далекого предка, там внука, который унаследовал миллиарды долларов. It's not strong by itself, it's strong by what it has been given. То есть сила Америки не заключается в ее собственных умениях или знаниях, но в том, какое наследие она получила. Now, this is the part, and I do this everywhere I go now in Belarus and Ukraine, where I say thank you. И именно в этот момент, где бы я ни был, в Украине или Беларуси, я всегда говорю спасибо. Because your intellectuals were part of the wider European cultivation of Christian liberty that was eventually passed on to England and to America. Потому что ученые вашего мира, вашей части мира, они сделали свой вклад в то, что Америка унаследовала во время своего начинания. So I've asked, were these applied by Americans, these principles? Of course they were. И я задаю следующий вопрос. Были ли эти принципы применены в Америке? Конечно же были. And I can show a list of my research and the sermons that were being preached in hundreds of sermons that were political sermons in the early American experience. И вот я также привожу пример сотни разных проповедей, которые проповедовались на протяжении истории Америки, основанные на этом учении. So again, some people would say America is really just a secular country, and its ideas, maybe they had some religious overtones, but it's not significant to us. И кто-то может сказать, что эти идеи, они просто идеи в каком-то уголках Америки, в каком-то уголках американского общества. Some of our most famous words came from Christian thinkers who were preaching them in the churches to our future politicians in early America. И
И многие наиболее известные фразы, которые позднее американские политики использовали в своих речах, на самом деле являются цитатами христианских проповедников, которые были сказаны в церквях. So, in the Declaration of Independence, for example, we have the law of nature and nature's God. Например, в Декларации независимости, которая является основой американского государства, говорится о законе Божьем и о природе Бога. Well-established thinking for centuries, for example, in William Blackstone in England and others. То, что позднее также являлось результатом трудов Уильяма Блэксмита и других мыслителей. Most of these preachers studied at Cambridge and Oxford in England and then came to the United States and taught similar ideas. Многие из этих мыслителей, из этих проповедников, они обучались в Кембридже, в Оксфорде, приехав в Америку, они передавали эти идеи там. So when was our Declaration of Independence in America? Anybody know the date? Кто-нибудь знает, когда была сформулирована или подписана Декларация независимости в Америке? Yeah. 1776. 1776. 1776, exactly. Совершенно верно. Okay. Here in 1669, John Davenport was preaching a sermon that's published and read by lots and lots of colonists in America on the laws of nature and nature's God. Но вот еще в 1669 году пастор Джон Давенпорт, он проповедовал проповедь о законе Божьем, и это была проповедь опубликована и распространялась среди большинства колонистов того времени. So you see, it's through the theological tradition and the preaching and the Christian political tradition that we have this idea in our Declaration of Independence. И вы понимаете, что благодаря вот именно христианской традиции, благодаря христианскому служению, эти идеи были записаны и выражены в Декларации независимости. And all these other ideas that you can see, they reflect the teachings from the Bible that I showed. И также все остальные идеи, которые вы здесь видите, они также отражают учение Библии. So here's another set. Вот еще целый список. And more. Еще немного. And here you have again, Declaration of Independence. Natural, equal rights of life, liberty, and property here, which is, we then made pursued freedom in our declaration. И вот здесь опять же, еще до декларации, природные, естественные права на жизнь, свободу и собственность. We could go on talking about America, but I don't want to do that. I want to ask this question. Мы можем говорить очень долго об этом, но я хочу перейти к следующему вопросу. What about these teachings in Eastern Europe? Применялись ли эти учения в Восточной Европе? What do you think? Как вы думаете? Yes? Да. Today? Are they some of this teaching here today? А сегодня применяются ли они? Пытаются. There are some attempts. Yeah, there are some attempts, that's right. Совершенно верно, есть попытки, да. And many of the ideas that we've talked about, people who are not Christians are advancing, even though the ideas have Christian roots. И многие из этих идей предлагаются и продвигаются людьми, которые даже не являются христианами. What about 200, 300, 400, 500 years ago in this territory? А как насчет там 300, 400, 500 лет назад? Seems like not so sure, maybe. Может быть, не совсем, да? But let me just say one example, which is the subject of my deep research. Но я вам предложу один из примеров моего более глубокого исследования, понимания. So my specialism is on Reformed political theology in the Grand Duchy of Lithuania. Моя специализация – это реформированная система управления в Великом княжестве Литовском. So this is the Reformed Protestant thinkers in the territory of modern Lithuania, Belarus, Ukraine in 16th century.
И фактически это реформированные богословы протестантизма, которые проживали на территории современных Прибалтики, Белоруссии и Украины в XVI веке. There's really very little study that has been done on this. На самом деле изучение этого вопроса было очень и очень незначительным. But guess what I found? Но знаете, что я нашел? There is a man named Andrei Bolan. В этот период в этих странах проживал человек по имени Андрей Волан. Who was a powerful intellectual. Он был достаточно известным и уважаемым интеллектуалом. He served as a secretary advisor to 3 kings of the Grand Duchy of Lithuania. Служил в качестве советника 3 правителям в Великом княжестве Литовском. We have most of 30 plus works that he wrote in high scholarly Latin. И он написал на достаточно величественном латинском языке более 30 трудов. Some of these are hundreds of pages long. Некоторые из них более чем 100 страниц. He is very at the highest level of learning of that day, just on as par with the best Western Europe scholars. И он был одним из наиболее образованных людей наравне с западными учеными того времени. Now, thinking about what I said for the history of the development of the Christian political ideas. И помните, не забывайте о том, что я говорил в отношении истории развития западной политической мысли. Bolan was very learned and wrote extensively from the following sources. И Болан, он был достаточно образованным, и поэтому опирался и использовал очень много разных источников в своих трудах. Cicero, Seneca, Plato, Aristotle. Он опирался и на Платона, Аристотеля, Сезара, Сенеку, Аристотеля. In a wide body of classical Greco-Roman literature. На большое разнообразие греко-римских классических авторов. He wrote from the Bible and from the early church fathers. Он опирался на труды опирался на Библию и труды отцов ранней церкви. From the Italian Renaissance and Polish political theorists. Ученых периода итальянского ренессанса, польских философов. And built out of this tradition his own adapted political theology for this territory of the world at that time. И опираясь на существовавшую национальную традицию этого региона, он писал свои труды в культурном контексте этого региона. These ideas are spread throughout all of his works, and I've read all those works. Все эти труды, они распространялись достаточно широко. Я также читал его труды. But the standout, most outstanding work is called De Libertate, written in 1572. Но наиболее такая яркая его работа De Libertate, которая была написана в 1572 году. So this is the Latin title, his Latin title on liberty, political and civil. То есть это латинское название его работы, переводится как либеральная политика гражданского общества. And he advocates with very fine writing a manifesto to the Grand Duchy of Lithuania. И он предлагает в данном случае очень такое яркое учение, предлагая Великому княжеству Литовскому. And the 4 key categories I observed in his thinking are freedom. И в этом труде я обнаружил 4 таких ключевых категории, которые он предлагает. Первая из них это свобода, equality, равенство, morality, мораль and honor. И честь. And from there we can break that down further into ideas like the rule of law. Все это можно дальше разделять на подразделы, такие как управление законом, and anti-corruption and many other specifics. Против коррупции и так далее, много разных направлений.
And if you look at his writings and you look at, for example, this recent book by a top scholar from Oxford, you will see the outline of the history of that idea. And Volan, his ideas are very much drawn from this tradition. И если сравнить то, о чем писал Волан, и взять этого автора, то мы можем увидеть, что очень много схожих идей. It's a classical Christian political tradition of over almost 2 millennia. More than 2 millennia. More than 2,000 years. Все это является классической христианской традицией, христианской идеей, которая уже более чем 2000 лет. These deep foundations don't just leave in a flash. Все эти идеи, они не просто, знаете, появились в мгновение ока. People today say, I want to have my rights, I want to vote, I want to have my property, my own property. Не было так, что вдруг люди захотели иметь право голоса, захотели иметь частную собственность. But they have very little idea who gave them the modern political ideas that will deliver that to them. Но, пользуясь всеми этими правами, современные люди имеют очень маленькое представление о том, откуда происходят все эти институты, гражданские институты. And in simplest terms, who gave that to them? God gave that to them. И говоря просто и коротко, можно сказать, всего лишь Бог дал это все. God gives every form of true freedom. Бог дал все эти формы настоящей свободы. He gives spiritual freedom, Дает духовную свободу, and he gives civil political freedom. а также Он дает и гражданскую и политическую свободу. But his word is what must be consulted in order to experience that. И для того, чтобы понять это все, нам нужно опираться на Его Слово. And people who have sought him, Те, кто встречался с Ним, people who are like Solomon and said, I'm not asking for the riches, I'm not asking to be powerful, I just want to do your will. но те люди, которые встречались с Ним, которые, подобно Соломону, которые сказали, что мне не нужно богатство, не нужно долголетие, мне нужна только Твоя мудрость. He gives that people wisdom. Он дает людям свою мудрость. And his wisdom is powerful, and it leads to freedom and prosperity for any nation. И Его мудрость на самом деле имеет силу и приводит народы к процветанию. All right, we have a few minutes where we can have some questions or comments. У нас осталось несколько минут, вы можете задать вопросы или комментарии. Интересно, что в Писании мы видим в Ветхом Завете права царя, они в себя включали очень много, там не было разделения власти. А разделение власти демократическое, оно появилось позже. И то, и другое на основании Писания. Says like, well, when we open the scripture, we see that the actual kings in the Old Testament, they didn't have that kind of like a democratic division that we have today, and like it actually started to be in use like later, or much later. But both institutes are based on the Bible. Yeah. Good question. Да, очень хороший вопрос. One thing that's always important is to think in the historical context, okay? Всегда очень важно смотреть на эти вещи в историческом контексте. So, the form and the terms of politics today, of course, did not exist in ancient Israel. Формы и политика современного мира, конечно же, не существовала в Древнем Израиле. And were even, were developed later out of their history. И только позднее они появились, проявились, но все-таки на основании их истории. So what we're doing is we're looking at the principles of the law. И то, о чем мы говорим сейчас, мы смотрим на принципы закона. Not necessarily its historical, contextual, specific, fixtures. А не на какие-то специфические, контекстуальные практики того периода. And so from those principles we have reasoned into modern context, but
the spirit and principle of the law can still be the same, even though the application can be different because the context is different. Но принципы, они, несмотря на, тем не менее, период времени, остаются теми же самыми, неизменными. Хотя практическое применение может отличаться в зависимости от контекста. So, I don't think we have time for examples and to go deeper, but having that awareness is important. Но я не думаю, что у нас сейчас есть время, чтобы предложить более детальные примеры и поговорить об этом более глубоко, но просто сама идея понимания того, что отличаются контексты. Also, at the same time, people are not aware of some of the things that are actually in the Bible that they don't realize, like the relationship of church and state. Также люди часто не понимают того, что многие из этих вопросов вообще есть в Библии. Например, вопрос взаимоотношения человека и государства. I'm looking for the reference here, but basically we have the Old Testament passage that says that you have the priest in one area, the Levites in another area. So it shows more understanding in principle than we often credit the Bible with. Например, то, как в Библии описано разделение обязанностей, что священники выполняли одну работу, левиты выполняли другую работу и имели разные права и обязанности. Okay, so I think we need to stop. Does anybody? Let me just see a hand. Does anybody have a question? If you want, you can come and talk to me here, and we can spend a little more time further. Thank you so much. Мне показали, что мы должны уже заканчивать, наше время закончилось, но если у вас есть вопросы, подходите ко мне и постараемся обсудить вопросы. Большое вам спасибо. I hope that you're encouraged and that you can take a defense even of the Christian political tradition into your places. И я надеюсь, то, что я вам рассказал, это послужило ободрением для вас и также станет инструментом и будет помогать вам в дальнейшем отстаивать христианские идеи в вашем обществе.